Всем привет, друзья! Поделимся с вами превосходным рецептом рождественского кекса. Этот кекс стоит на первых местах среди наших фаворитов в выпечке. Он имеет приятный сливочный, пряный, ромовый аромат, множество орехов, сухофруктов, и все это вместе невероятно вкусно. Данный рецепт мы готовим уже не один год для своих близких и наших клиентов, и в ответ получаем множество восторженных отзывов. Так что готовьте вместе с нами и порадуйте себя и своих близким вкусом Рождества. Перед вами сейчас рецепт на один кекс весом 1 кг и выпеченный в стандартной прямоугольной форме размером 24 на 11 см. Сейчас мы замешиваем партию побольше, так как будем выпекать не один кекс. Для начала приступаем к подготовке сухофруктов. Данный процесс нужно сделать минимум за сутки до выпечки кекса. За это время сухофрукты должны будут напитаться ароматом рома, цедры и специй. Тут у нас уже хорошо вымытые изюм, курага и чернослив. Крупные сухофрукты разрезаем, чтобы не было потом больших кусков в кексе. Также нужно добавить сушеную клюкву, но на данном видео мы добавляем вишню, так как в магазине поблизости с нашей кухни не оказалось клюквы, поэтому будем использовать вишню. Но вкуснее будет добавить именно клюкву, так как она дает приятную кислинку. Перекладываем в миску побольше, так как сухофруктов оказалось многовато, и потом будет неудобно мешать в маленькой миске. Сюда же натираем цедру апельсина. Обратите внимание, что снять нужно верхний, самый яркий слой. Если вы будете снимать более бледную часть, она может давать горчинку. Сейчас сюда же выливаем сок апельсина. Делаем это через сито, для того, чтобы не попало косточек. Добавляем ром. Можно использовать любой. Мы сейчас купили вот такой марки. Многие боятся добавлять в кекс ром, так как его будут кушать дети. Но на самом деле под воздействием высоких температур алкоголь полностью улетучивается, оставляя нужный аромат. Также сюда сейчас добавляем специи. У нас это корица и имбирь. Данные специи какими-либо другими не заменяем, так как именно корица и имбирь дает тот самый рождественский аромат. Все хорошенько перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник минимум на сутки. Лучше, чтобы постояло около 2 суток. За это время сухофрукты полностью впитают в себя сок и алкоголь и насытятся ароматом специй. У нас с момента замачивания сухофруктов прошли сутки. Они полностью впитали все влагу, набухли, и теперь можно приступать к орешкам. Заранее вымытые орехи пожарили в духовке на 200 градусов вот до такого золотистого состояния. На это ушло около 10 минут. По возможности сейчас стараемся снять шелуху. Понятно, что вся она не сойдет и частично где-то что-то останется, но в этом нет ничего страшного. Пересыпаем все в мисочку и теперь немного измельчаем орехи прямо в руках. Сильно измельчать не нужно, так как орех должен хорошо чувствоваться в кексе. Если кто-то переживает, что из-за крупных орехов кекс потом будет плохо резаться, это абсолютно не так. После холодильника он становится плотным, и крупные орехи в нарезании абсолютно не мешают. Орехи мы не замачиваем ромом, так как они также бы набрали влаги вместе с сухофруктами, и внутри кекса после выпечки были бы не хрустящими. Сейчас сюда же вносим просеянную муку и разрыхлитель. В емкость миксера кладем сахар и размягченное сливочное масло. Чтобы масло стало мягким, оно должно несколько часов полежать при комнатной температуре. Либо же можно отправить в микроволновку и разогреть его там на низкой мощности до мягкого состояния, но не растапливая. Ставим на взбивание до побеления и пышности. На данный процесс уходит несколько минут. Мы это делаем в планетарном миксере, насадка и лопатка. Также можно делать и обычным ручным стандартными венчиками. После того, как масло с сахаром взбилось, начинаем постепенно вносить яйца. Чтобы масло не расслоилось от холодных яиц, их также лучше использовать комнатной температуры. Достаньте яйца из холодильника и пусть они до приготовления теста полежат при комнатной температуре. Ну и если масло все же расслоилось, в этом нет ничего страшного. Мы снимаем все налипшее со стенок емкости и еще раз ставим взбиваться. Масло с яйцами должно взбиться в пышную массу. На это уйдет около 3-5 минут. Муку с разрыхлителем хорошо перемешиваем с орехами. В данном рецепте еще идет миндальная мука, но ее добавлять не обязательно. Все ее количество можно заменить обычной мукой. К
К примеру, если по рецепту идет 30 грамм миндальной муки, значит вам на 30 грамм нужно добавить больше обычной пшеничной муки. Чтобы тяжелые сухофрукты во время выпечки не осели на дно, переносим немного муки с миски с орехами и затем хорошенько перемешиваем. Мука обволакивает сухофрукты, и это не дает им опасть на дно во время выпечки. Вот до такой консистенции взбилось у нас масло с яйцами. Данная масса стала очень пышной и по консистенции напоминает крем. Теперь сюда вносим сухофрукты. Если не до конца в сухофрукты впитался ром и сок, его также полностью вливаем сейчас в тесто. Немного перемешиваем и сразу же вносим муку с орехами, после чего замешиваем тесто на медленных оборотах около 3 минут. Мы кексы обычно выпекаем в прямоугольных формах, но сейчас еще захотелось попробовать испечь вот в такой рельефной силиконовой форме. Ее размер 24 см в диаметре. В описании под видео мы обязательно дадим рецепты на каждую из форм. Металлическую форму застилаем пергаментной бумагой. Так как у нас она с тефлоновым покрытием, полностью ее не оборачиваем в пергамент, а достаточно будет вот такого кусочка. Пергамент потом облегчит процесс извлечения кекса из формы. А если у вас будет форма без тефлонового покрытия, то лучше полностью застелите ее пергаментом. Размер нашей формы 24 на 11 см по внутренней поверхности. Перекладываем сюда тесто. Из данного рецепта получается примерно 1 кг 100 грамм, но после выпечки вес немного уменьшится. Силиконовую форму предварительно ничем смазывать и застилать не нужно. Для таких кексов подходит лучше всего именно прямоугольные формы, либо же круглые, но обязательно с отверстием по центру. Если вы захотите печь в большой форме без отверстия, то большая вероятность того, что кекс может до конца не пропечься, либо же на этот процесс уйдет очень длительное время. А за счет данного отверстия кекс пропекается равномерно со всех сторон. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 160 градусов и время устанавливаем на 1 час 15 минут, а затем будем проверять готовность. Противень мы установили на уровень ниже среднего для того, чтобы верхушка не подгорела. За счет того, что кексы выпекаются длительное время, очень часто верхушки подгорают, поэтому дополнительно сверху укладываем фольгу. В течение 1 часа выпечки духовку вообще не открываем. Спустя 1 час 15 минут мы проверили готовность кексов, не доставая их из духовки при помощи шпажки. На поверхности нашей шпажки еще налипало тесто, поэтому поставили выпекаться дополнительно еще 15 минут. И в итоге весь процесс выпечки у нас занял 1 час 30 минут. Если вы видите, что тесто все еще налипает на шпажку, поставьте выпекаться еще на 15 минут. И так нужно будет печь, пока шпажка не будет сухой. В каждой духовке время выпечки может немного отличаться, поэтому ориентируемся именно на отсутствие налипшего теста. Пока кексы еще горячие, берем ром и сверху поливаем. Алкоголь улетучивается, а тесто оставляет в себе аромат рома. Многие европейские пекарни начинают печь такие кексы еще летом, и до Рождества достают их раз в неделю из холодильника и дополнительно пропитывают ромом. Мы начинаем их печь примерно за 2 недели или месяц до Рождества. За это время кексы равномерно набирают влагу из сухофруктов, рома и пропитывается другими ароматами ингредиентов. А также можно печь и за несколько дней. Данный кекс также будет невероятно вкусным. У нас во время выпечки середина немного опала, а причиной этому стало то, что при замешивании после внесения муки мы вымешивали тесто не больше 1 минуты, а этого времени на замес кекса недостаточно. Данное тесто лучше вымешивать подольше, за счет этого оно затягивается и после выпечки приобретает правильную однородную консистенцию. И вот таких опаданий и других проблем не будет. Горячие кексы очень нежные и мягкие, и доставать их сейчас из формы ни в коем случае нельзя, иначе они развалятся. Оставляем их так на столе до полного остывания. После
остывания можно будет достать прямоугольный кекс, закрутить его в пищевую пленку и отправить в холодильник. А вот в силиконовой форме мы решили сразу не доставать, поставили его на пару часов в холодильник, чтобы он хорошо охладился. После охлаждения кекс становится достаточно твердым, что даст безопасное, легкое извлечение его из рельефной формы. Если бы мы достали его сразу после остывания, то могли немного повредить поверхность. Поэтому решили перестраховаться и охладили его немного. После чего закрутили в пищевую пленку и отправили в холодильник. У нас прошло 2 недели, кексы отлежались в холодильнике. За это время мы еще 2 раза пропитали ромом, но пропитывание уже на данном этапе не столь важно. Если ваш кекс отстоится в холодильнике длительное время, он станет еще вкуснее, чем сразу после выпечки. Аромат пряностей, рома, сухофруктов перемешиваются, напитываются друг другом, и вкус данного кекса становится просто невероятным. Но если вы решите выпечь и за несколько дней до Рождества, он также будет очень вкусным. По весу круглый кекс у нас вышел 1 килограмм 450 грамм, хотя тесто мы накладывали 1 килограмм 600 грамм. Оформлять будем сахарной пудрой. Лучше всего покупать не тающую пудру в кондитерских магазинах. Если использовать обычную, то она быстро напитывается влагой и со временем будет иметь некрасивый вид. Также в декоре мы будем использовать пряничный домик. Его мы сделали заранее. Процесс приготовления пряничного теста, домика и глазури уже есть у нас на канале, а ссылки оставим в описании под данным роликом. Для приготовления маленького пряничного домика можно в интернете найти эскизы, либо же самостоятельно начертить на листке бумаги и по контуру вырезать потом нужные размеры. Дополнительно добавляем еще пряничные снежинки, веточки розмарина и другие элементы декора. Вот такой необычный праздничный сувенир, который порадует вас своим вкусом, а также может быть прекрасным подарком вашим близким, коллегам, которые точно останутся неравнодушными. Храним такие кексы обязательно в холодильнике. За счет большого содержания сахара, специй и сухофруктов срок хранения у них длительный. Обязательно приготовьте по данному рецепту. Это невероятно вкусно. А наше видео подошло к концу. Не забывайте подписываться на наш канал и обязательно заходите к нам в Instagram, где найдете множество новогодних идей и полезной информации. С вами была студия «Кондитерская сестры». До новых встреч в новых роликах.